Вы видите, что я ничего вообще совершенно не расслаблял. То есть ставим нагрузку, держит. Переворачиваем, держит. Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович. Я печник-блогер. И, ребята, ни для кого не секрет, что я более 20 лет проработал строителем, каменщиком и уже более 10 лет проработал непосредственно печником. И очень часто задают мне один и тот же вопрос, это про фундамент. И вот в этом ролике, как вы поняли из названия этого клипа, я хочу показать вам в динамике, как правильно размещать арматуру в теле бетона и почему именно так, а не по-другому. Смотрите, я подготовил специально кубики, насверлил в них вот такие отверстия по 5 штук. Это специально для того, чтобы можно было продевать тросик. Фундамент вообще должен состоять из арматуры и бетона. Бетон, друзья, из щебня, поколотого щебня. Никаких галышей, никаких булыжников там не должно быть. Фракция должна быть одинаковая. Если вы в бетон будете бросать вот такие булыжники, то этот булыжник будет слабым местом, друзья. Ну, это так же, как, допустим, в сникерс вы положите грецкий орех посередине. Понятно, что он развалится пополам. То есть, связующее должно быть одинаковой фракции, ну, примерно. И цемент с песком. Вот и весь состав бетона. Значит, что происходит, если вы разместите арматуру посередине бетона? То ничего не произойдет. Будет как бусы, друзья. Вот так вот будет. Не будет работать. И вертикальные столбики тоже посередине одну арматуру не ставят. Потому что он не будет держаться. Он будет вот так вот в любую сторону наклоняться. Фундамент должен работать как на сжатие, так и на растяжение. А что это такое? Сжатие, друзья, это когда нагрузка идет на проседание. То есть, чтобы у нас фундамент вот так вот не просел. Это на сжатие. То есть, сжимается бетон. И растяжение – это когда углы, допустим, проваливаются. Да, середина в хорошем месте у вас находится, а углы просели. Так вот, для этого и делают двойную сетку, двойное армирование. Нижнее армирование для того, чтобы середина не провисла. И верхнее армирование для того, чтобы углы не провисали. Так, готов фундамент с нижним армированием. Вот так у нас работает плита на сжатие. То есть вот так он держит нагрузку, друзья. Проверяем. Ну, допустим, это дом. Вы вот так вот ставите и выдерживает нагрузку. Ну, давайте посмотрим теперь, если вы арматуру разместите в верхней части фундамента. Ну, вот так просто перевернем, да? Вы видите, что я ничего вообще совершенно не расслаблял тросик. Вот. Эффект налицо, друзья. То есть, правильное расположение арматуры очень сильно влияет на распределение нагрузки, да, и на прочность самой плиты. Еще раз. И еще раз. Основание под бетон. Это тоже очень важный момент, друзья. Это, наверное, один из важнейших моментов. К примеру, у вас хороший грунт. Вам не надо делать сваи или еще какое-то мероприятие проводить. Что надо сделать? Первое. Утрамбовать поверхность, да? Это ямы. То есть, яму выкопали, утрамбовали. Следующий этап. Насыпаете песок. Песок речной только используется, друзья. Не горный, не
карьерный, а именно речной песок. Почему? Потому что речной песок является дренажем. Что такое дренаж, я думаю, вы знаете. То есть вода, которая попадает под бетон, она через этот песок просачивается и уходит в землю. У вас фундамент прослужит вам сотни лет, как минимум. Песок речной, щебень, это все будет подушка, дренаж. Только для этого делается, для того, чтобы уходила вода. Затем вяжете арматурный каркас из арматуры. Арматуру, допустим, на барбекю можно использовать 12, 14, 16. На дом, понятно, там уже идет 16, 18 там арматура, то есть помощнее должно быть. И еще не просто так наложили арматуру и все. Надо обязательно связывать два этих слоя арматуры рамками. Рамки тоже вяжутся через определенное расстояние. Есть и 5 сантиметров между рамками, есть 10, есть 15, есть 25. В общем, есть и через полметра вяжут. Ну, друзья, чем чаще, тем лучше. Что такое арматура в бетоне? Это как скелет у человека, понимаете? То есть держится мясо именно на костях. Не будет у нас скелета костей, мы будем просто как медуза. Поэтому также и арматура очень важна в бетоне. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как работает двойное армирование. Вот у меня вверху 2 нитки и внизу 2 нитки. То есть ставим нагрузку, держит. Переворачиваем, держит. Это вот форма, самая современная, самая совершенная форма установки, да, укладки арматуры в тело бетона. Ну, давайте вот так вот тоже будет держать нагрузку, друзья. Это вот именно на растяжение, то есть бетон будет растягиваться. Растяжение. То есть вот, верхняя арматура, вот она растягивается и держит вот такую колоссальную нагрузку. Представляете соотношение, да, вот такой массы на вот такой вот слабенький фундамент. Вот, то есть это растягивается арматура и держит вот такую нагрузку колоссальную. То есть каждый кирпич по 4 килограмма весит, друзья. Прошу вас поставить лайки, подписаться на мой канал, написать в комментариях, что вы думаете по поводу этого устройства фундамента, какой фундамент вы себе дома устроили. Так что, ребята, еще раз всем спасибо за то, что смотрите мой канал, за то, что подписаны. Ну, а те, кто не подписался, прошу вас, подпишитесь на мой канал. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах и до новых встреч на моем канале Пламя. Всем пока.